Адские бомбардировки? Случилось нечто иное, победа здравого смысла или полная капитуляция? Перемирие есть, но баллистика снова в небе. Кто решил продемонстрировать силу? Казахстан в ожидании атаки. Власти готовятся к худшему сценарию. Удар под дых для Виктора Орбана. Важный союзник готов его слить. Сотни нападений, территориальные центры комплектации в Украине под ударом. Новые неприятности союзника Кремля. Всплыл компромат из лихих 90-х. Лунная Народная Республика. В Роскосмосе готовят жесткий ответ НАСА. Об этих и других событиях к вечеру среды 8 апреля. Факты, которые имеют значение. Новости Нехта. Коротко и по делу. Многократно обещанный Ирану ад отменен, во всяком случае на время. Об этом Дональд Трамп сообщил в своей соцсети. При условии, что Исламская Республика Иран согласится на полное, незамедлительное и безопасное открытие Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаки на Иран на период 2 недель. Это будет двустороннее прекращение огня. У режима другая трактовка этих событий. Враг потерпел неоспоримое историческое и сокрушительное поражение в своей трусливой, незаконной и преступной войне против иранского народа. Высший совет национальной безопасности Исламской Республики подчеркивает, что заставил, цитирую, преступные Соединенные Штаты принять свой план. Вместо 15 пунктов, которые ранее выдвинул Вашингтон, теперь на столе другой документ из 10 пунктов, которые продиктовали в Тегеране. Самый тревожный нюанс: Вашингтон не озвучил детали этого нового плана, зато это сделали СМИ Исламской Республики. Ненападение, сохранение иранского контроля над Ормузским проливом, принятие обогащения урана, отмена всех первичных и вторичных санкций, прекращение действий всех резолюций Совета Безопасности и Совета Управляющих, выплата Ирану компенсаций, вывод американских боевых сил из региона, прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Многие мировые СМИ уже назвали это капитуляцией Белого дома, а вам как кажется, на что это похоже? Израиль выразил готовность присоединиться к соглашению о прекращении огня, но с оговорками. Это следует из официального заявления канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Израиль поддерживает решение президента Трампа приостановить удары по Ирану на 2 недели, при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона. 2-недельное прекращение огня не распространяется на Ливан. То есть союзникам Тегерана из Хезболлы расслабляться рано. С другой стороны, получается, что и Иран, и Израиль трактуют заявление Трампа как хотят. Дональд Трамп написал еще много интересного. Будет много позитивных сдвигов, будут заработаны большие деньги, Иран может начать процесс восстановления. Но Исламская Республика перевела это с английского на фарси по-своему. По данным Associated Press, Иран и Оман собираются брать деньги с судов за проход через Ормузский пролив и во время перемирия с США. Иран собирается направить деньги на восстановление после войны, а с какой стати требовать дань собрался Оман, пока не ясно. И похоже, этим рэкетом режим Аятол планирует заниматься не только 2 недели. Один из ведущих пропагандистов, заместитель главы иранской гостелерадиокомпании Хасан Абедини, уже подсчитал будущее барыши в годовом исчислении. Ормузский пролив превратился в коридор под разумным управлением Ирана. Если учесть, что в прошлом году через пролив прошли 32 тысячи судов, из каждого взимать по $2 миллиона, то Иран может получить около 64 миллиардов долларов. Речь о ключевой артерии. Через пролив проходит около 20% мировой нефти и до трети сжиженного газа. Десятилетиями этот маршрут считался международным и бесплатным. Теперь он может превратиться в золотую жилу для кровавого режима. А для остальных рост цен на перевозку нефти, рост цен на топливо, а в конечном счете удорожание всего.
Пока все начали писать о перемирии на Ближнем Востоке, баллистика снова разрезала небо, только в другой точке земного шара. Несколько ракет в сторону Японского моря запустила КНДР. По данным властей Южной Кореи, пуски прошли утром из района Вонсан. В Сеуле сразу усилили готовность и подключили союзников США и Японию. Повторяющиеся запуски баллистических ракет и серия действий Северной Кореи угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и международного сообщества и абсолютно неприемлемы. Такие запуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности и представляют собой серьезную угрозу безопасности наших граждан. Как мы недавно вам рассказывали, по наблюдениям аналитиков, коммунистический режим на фоне операции США на Ближнем Востоке дистанцировался от своего иранского союзника. Но теперь, после того, как американский президент сдал назад, Ким Чен Ын мог расценить это как слабость. Ракеты были запущены буквально через пару часов после публикации поста Трампа о перемирии. Похоже на праздничный салют в одной из стран оси зла. Не согласны? США готовы слить Виктора Орбана, несмотря на все теплые слова по отношению к премьеру Венгрии, сказанные во время визита в Будапешт Джей Ди Венсом. В выступлении американского вице-президента промелькнула ключевая фраза. На это обратил внимание лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр. Вице-президент США в Будапеште. Кто бы ни стал новым премьер-министром Венгрии, США будут сотрудничать с ним. По сути, США тоже отпустили руку Виктора Орбана. Лидер ТИСы подчеркнул, что его будущее правительство будет рассматривать США как приоритетного экономического партнера и союзника по НАТО. Петер Мадьяр пригласил президента и вице-президента США в Будапешт на памятные мероприятия по случаю 70-й годовщины антисоветской революции 1956 года, которые пройдут в октябре. Тем временем Орбану угрожает бомба, но не та, которую обнаружили у газопровода в Сербии. Речь идет о бомбе информационной. The Insider опубликовал признание бывшего участника ОПГ Ласла Ковача. Он утверждает, в 90-е он передавал наличные от криминального босса Семена Могилевича венгерским политикам. Как я уже говорил, обычно пачки с деньгами были небольшими, но в 1997 году пошли суммы намного больше 300 тысяч, 500 000, а однажды Могилевич передал большую кожаную спортивную сумку, где был $1 миллион. Все эти большие суммы предназначались Витьку, так Могилевич называл Орбана. По словам Ковача, эти деньги шли на парламентскую кампанию. В 1998-м Орбан и правда победил, но вместо того, чтобы дать Могилевичу и подконтрольным ему бандам полную свободу, начал зачищать криминал. Постсоветскому мафиози номер 1 пришлось уехать из Венгрии. Могут ли российские власти использовать тот компромат, который есть у Могилевича на Орбана? Достоверно мне про это ничего не известно, но я думаю, что, конечно, могут. У ФБР Могилевич долгое время находился в десятке самых разыскиваемых преступников. А о связях этого босса боссов постсоветской мафии с Путиным говорил еще Александр Литвиненко. По его версии, тесные связи этой парочки возникли еще в 1993-1994 годах. Дроны снова бьют по Крыму. Ночью беспилотники атаковали Феодосию. Под удар снова попала нефтебаза. После попадания вспыхнул мощный пожар. Пламя было видно из разных районов. Это разбомбили? Оккупационные власти пока молчат о последствиях, но после предыдущих атак целыми оставалось немного резервуаров. И каждый такой пожар бьет по снабжению и возможностям армии агрессора. Украинская полиция публикует тревожную статистику. С начала войны в стране зафиксировано более 600 нападений на сотрудников ТЦК. И с каждым годом таких случаев все больше и больше. В первый год полномасштабной агрессии всего 5, а в прошлом уже 341. В текущем году всего за 3 месяца уже более сотни. Несколько закончились трагически. Погибли 3 военнослужащих.
Казахстан готовится к худшему сценарию. В стране начали переоборудовать подвалы и паркинги под укрытие. С нового года действует новый стандарт. Под защиту населения приспосабливают все. Требования жесткие. Вентиляция, вода, электричество, связь. Все должно работать как в настоящем убежище. Напрямую говорится о защите от дронов. Пока американская миссия, облетев Луну, уже движется обратно к Земле, Роскосмос расписывается в собственном бессилии. Российскую миссию Луна-26 перенесли на 2028 год, и это уже не первый сдвиг. Раньше запуск планировали еще в 2023 году. Даты следующих стартов тоже переписали. Луна-27 на 2029-30 годы, а Луна-28 вообще на середину 30-х. При этом на бумаге планы у Роскосмоса остаются масштабными, там все еще мечтают о лунных базах. Лунная программа позволит сохранить Россию в числе лидирующих космических держав, ведущих активное освоение Луны, даст новые знания и технологии в исследованиях освоения Луны и в конечном счете позволит выделить суверенные территории России на поверхности Луны. Но факты вещь упрямая. Единственный запуск за полвека Луна-25 закончился провалом. 3 года назад аппарат разбился о поверхность спутника Земли после 10 лет подготовки. С тех пор все другие пуски все откладывают и откладывают. Получается, запускать ракеты получается только по Украине. Какой удар США и Израиля мог заставить Иран пойти на перемирие? Каким образом Москва помогала режиму Аятолл бить по американским базам? И какие проекты Казахстан забрал у России? Как Виктор Орбан унижался перед Путиным и где скупают квартиры россияне? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.